Привет, друзья! Сегодня мы прогуляемся по знаменитому жилому микрорайону Новая Боровая. Покажем, как выглядят дома и дворы, расскажем о преимуществах и недостатках района, а также сколько нужно заплатить, чтобы стать обладателем респектабельной недвижимости на окраине Минска. Начинаем прогулку с самого первого, Кедрового квартала. Его начали строить еще в 2014 году. Супермаркет «Соседи» работает с 7 утра до полуночи. Очень удобно. На 19-этажном доме разместили настоящий 40-метровый градусник. Красный столбик показывает реальную температуру от минус 35 до плюс 40 градусов по Цельсию. Благодаря подсветке в темное время суток это смотрится особенно эффектно. Пожалуйста, не забывайте о лайках и подписке. И ждем ваших комментариев после просмотра. Паркингов много не бывает. Улица Леонардо да Винчи. Кстати, так как район построен на месте бывшего аэродрома в деревне Копище, все улицы решили называть с привязкой к авиационной тематике. И начать решили с гениального изобретателя Леонардо да Винчи. Современные вертолет и парашют– это ведь воплощение его инженерной мысли. Неудивительно, что именно на улице Леонардо да Винчи в 2015 году появился, пожалуй, самый известный мурал Новой Боровой– «Витрувианский человек». Говорят, на создание мурала ушло 2 дня и 20 баллончиков краски. Все хорошо, но черты лица подкачали. В Кедровом квартале 6 домов, и некоторые из них проектировались еще с открытыми внутренними дворами. Это дает нам возможность разглядеть поближе детскую площадку. Стоит отметить, что все внутренние дворы неповторимы и имеют собственные фишки. И ничего не сломано. А ведь живут здесь с 2018 года. Мусорки, скрытые от глаз жильцов, вот в таких бунгало. Дворы этих пятиэтажных домов сразу сделали закрытыми и максимально безопасными. Сейчас в этом доме продается квартира с террасой на первом этаже и собственным погребом. Общая площадь 41,8 квадратных метров, жилая 17,1. Цена за квадратный метр 2608 долларов. Еще одна достопримечательность этого квартала.
Отсюда хорошо видна школа номер 1. Площадка с тренажерами. Выходим на центральную площадь. Гордость Новой Боровой – собственная конституция. Детский сад номер 2. Вспомните садик своего детства и опишите в комментариях. Это тот самый 19-этажный дом с градусником, только с другой стороны. В нем продаются несколько квартир, например, на 16 этаже квартира с ремонтом и бытовой техникой, общей площадью 78,4 квадратных метра, жилая 45,2. Цена за квадратный метр – $2040. Квартал кедровый, но скамейки сделаны вокруг дубов. Выходим на улицу Артема Микояна. Это советский авиаконструктор и младший брат Анастаса Микояна, соратника Сталина. Застройщики отлично позаботились о велосипедистах. По всему кварталу
проходит велодорожка, а около домов расположены вот такие велогаражи. Эта беседка вокруг 80-летнего дуба тоже знаковая достопримечательность. Дуб удалось спасти от вырубки при строительстве района. А в декабре 2017 года рядом установили скульптуру собаки. Позднее к ней присоединился кот. Знакомьтесь, Бона и Оскар. Говорят, собака исполняет желание, если потереть ее бронзовый нос. Впереди сосновый квартал. Здесь посреди панельных домов, как этот, уже есть 5-6-этажки из бетона и керамзита с подземным паркингом. А в этом панельном продается квартира с террасой на первом этаже и собственным погребом. Общая площадь 85 квадратных метров, жилая 44. Цена за квадрат $2174. А вот в этих домах квартир на продажу нет. Каждый квартал оборудован современными детскими площадками с безопасным покрытием, дорожками для прогулок и езды на велосипеде. На первых этажах каждого дома обустроены места для хранения колясок и так называемые лапомойки для собак. Еще один знаменитый мурал. Можно долго рассматривать узнаваемые ситуации из жизни соседей.
На противоположной стороне улицы Небесной кипит стройка арт-квартала. Сейчас там, в 9-этажном доме, продается квартира на последнем этаже, без отделки, общая площадь 45,5 квадратных метров, жилая 16,6. Цена за квадратный метр – $2643. На последнем 23-м этаже этого каркасно-блочного дома продается квартира с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Общая площадь 116,7 квадратных метра. Жилая 96,2. Высота потолков 3,30. Цена за квадратный метр $2956. У этих высоток нет закрытой территории. Видимо, большая детская площадка именно для этого дома. Четыре малоэтажных дома огорожены общим забором. На территории есть детские площадки, места для отдыха, велопаркинг и подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте. Там же разместились кладовки. Детский сад номер 3 называется «Космос». Рядом еще одна открытая детская площадка. А здесь крышу въезда на подземный паркинг превратили в искусственную горку для детей. Мы воспользуемся ей как смотровой площадкой. На противоположной стороне улицы Авиационной костел Святого Франциска. Справа видна школа номер 1 и спортивный комплекс с бассейном. Слева возвышаются квартал Форест и еще дальше квартал Парк.
Новая Боровая славится заботой не только о жильцах, но и об их питомцах. Зарядные станции для электромобилей здесь стали уже обычным делом. По улице Авиационной мы дошли до кольца, где установлена скульптурная композиция «Меняем свет». Человек поднимается вверх по лестнице, в руках у него новая лампочка. Старые разбросаны вокруг. Когда-нибудь он обязательно вкрутит новую. И будет всем счастье. Поворачиваем налево, на улицу Михаила Миля. Это был советский конструктор вертолетов. На противоположной стороне жилой комплекс «Центральный парк». Здесь созданы островки из кварталов с внутренними закрытыми двориками. Как и везде, здесь комфортно и детям, и велосипедистам, и питомцам. Стоит сказать, что во всех домах Новой Боровой есть видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi во дворах и множество других фишек. Центральный парк – это самый большой комплекс микрорайона. Здесь построены сразу 3 многоуровневых паркинга. Примерно по 200 машиномест в каждом. Этот паркинг, пожалуй, самый запоминающийся. Это Каштановый квартал. Слева – Ореховый квартал. В этом доме продается квартира на 1-м этаже с террасой без отделки. Общая площадь 81,2 квадратных метра, жилая 67. Цена за квадратный метр – $1970.
такого явно не требовал. Не требовал. Слева строится очередной детский сад. А это жасминовый квартал. Его фишка – оригинальные беседки. Подойдем к Кленовому кварталу. Квартал из 5 домов вместе с закрытым внутренним двором размещен на стилобате, а под ним находится паркинг и велобоксы, к которым можно спуститься на лифте. Квартиры здесь свободной планировки. Высота потолков 2,70-2,80, а на последнем этаже 3 метра. В малоэтажных домах со стороны двора есть личные террасы на первых этажах. В этом 8-этажном доме продается квартира на 6-м этаже без ремонта. Общая площадь 53 квадратных метра. Жилая 44,9. Цена за квадратный метр $2306. Этот дом, судя по карте, не относится ни к какому из кварталов. Стоит сам по себе. Один из самых заметных минусов в Новой Боровой – это звуки стройки и ремонта со всех сторон. Здесь выбрасывают стекла, где-то гудит дрель, через дорогу работает строительная техника.
Возможно, жители привыкли, либо надеются, что через год вся стройка завершится, просто надо переждать. Этот квартал называется Центральный парк. Закрытый благоустроенный двор без автомобилей, с бесплатным доступом Wi-Fi, современные детские площадки, зоны для спорта и отдыха и, конечно, велодорожки и велобокс. В этом 11-этажном доме продаются квартиры на 9 этаже, без ремонта. Общая площадь 64,3 квадратных метра, жилая 58,5. Цена за квадратный метр 2287 долларов. Впереди супермаркет Гиппо. В домиках для питомцев даже стоят миски с водой. Все продумано. Магазин открыт с 8 до 23. Это топ-топ. Улица Авиационная. На противоположной стороне ЖК «Квартал Парк». В этом 8-этажном доме на последнем этаже продается двухуровневая квартира. Общая площадь 60 квадратных метров. Потолок скошенный. Минимально 3,65, максимум 5,21. Цена за квадратный метр 2417 долларов. Справа квартал Нескучный сад. Слева ЖК Калиновый.
Еще один многоуровневый паркинг. Заглянем еще в один жилой комплекс «Ясеневый». Здесь продается квартира на втором этаже с ремонтом. Общая площадь 42,3 квадратных метра. Жилая 18,8. Цена за квадратный метр 2598 долларов. Впереди сиреневый квартал. В этом 23-этажном панельном доме на 14 этаже продается маленькая дизайнерская квартира-студия с очень дорогим ремонтом. Общая площадь 33 квадратных метра, жилая 24. Цена за квадратный метр 3091 доллар. Дом свежий, 24 года. Выходим на улицу Николая Камова. Конечно, он тоже советский авиаконструктор, создатель вертолетов. Поворачиваем снова на Авиационную улицу. Здесь еще один арт-объект. Гигантская красная настольная лампа. Символ домашнего уюта.
А с этого круга куда-то пропал воздушный шар ярко-желтого цвета. Он находился сверху лестниц, готовый вот-вот улететь. А может, таки улетел? Еще одна панельная высотка в 23 этажа. Это уже жилой квартал «Нескучный сад». Продолжаем прогулку по улице Николая Камова. Общественного транспорта здесь немного для растущего микрорайона. Автобус номер 135 идет до метро Уручья, а это несколько остановок. Но в непиковые часы автобусы ездят редко. Повезло тем, кто живет и работает в самой Новой Боровой. Следующий ЖК – «Северное сияние». Вот эта высотка в 23 этажа монолитная, построена в 21 году. Здесь в подъездах установлен домофон Face ID, и двери подъезда открываются и закрываются сами. Давай тут паровозиком пойдем. Давай. С противоположной стороны дороги – цветной квартал. Там 40-метровая квартира с ремонтом, мебелью и техникой продается по цене $2640 за квадратный метр. Заглянем во внутренний двор ЖК «Северное сияние». Мы повернули на улицу братьев Райт. Они тоже были конструкторами первых самолетов и испытателями своих изобретений. Так выглядят дома жилого квартала «Северное сияние» со стороны проезжей части. Дальше идет уже знакомый нам квартал Парк.
Такие площадки для выгула собак есть в нескольких точках Новой Боровой. Напротив квартал парка несколько месяцев назад открылись долгожданные поликлиники – детская и взрослая. За поликлиниками начинается квартал Форест. Мы обошли квартал Парк и вышли к желтому жирафу, стоящему у еще одного 23-этажного дома. В нем продается 35-метровая квартира с ремонтом, мебелью, техникой и, как написано, панорамным видом на Минск и закат. Цена за квадратный метр – $3141. Здесь есть примечательный дом с огромными балконами, а скорее террасами на разных этажах. Вот он. Итак, можно подвести итог. Начнем с минусов. Цены. Они высокие, в том числе на вторичное жилье, и только растут с каждым годом. Бюджетных панельных домов становится больше, а также растет этажность. Отсюда следующий минус. Плотность застройки и многолюдность. А больше людей – больше машин. Парковки строятся активно, и все равно по вечерам уже бывают проблемы. А еще сокращается число бесплатных парковок. Транспортная доступность – еще одна головная боль для тех, кто работает в Минске. И мы бы еще отметили шум. Тот самый, связанный со стройкой и ремонтом. Но, вероятно, эта проблема будет снята через пару-тройку лет. Но плюсы Новой Боровой все же перевешивают. Во-первых, зеленая среда. Комплекс окружен лесопарком,
и большую часть территории занимает зеленый ландшафт, особенно это заметно по внутренним дворам. Во-вторых, безопасная среда. Все закрытые внутренние дворы без машин, детские площадки выполнены по современным стандартам и повсюду видеонаблюдение. В-третьих, оригинальный архитектурный облик. Даже паркинги здесь стильные, не говоря уже о дворах со скульптурами, беседками, игровыми и спортивными площадками, велосипедными дорожками и прочим. И застройщик старается делать где можно террасы и эксплуатируемую крышу. В-четвертых, наличие важных и приятных мелочей, делающих жизнь проще и комфортнее. Во дворах бесплатный Wi-Fi, большое количество зарядных станций для электромобилей. В каждом подъезде есть домофоны, колясочные и лапомойки для животных. В-пятых, на сегодняшний день уже возникла развитая внутренняя инфраструктура. Есть 4 современных детских сада, 2 школы и поликлиники. В шаговой доступности супермаркеты, салоны, кафе, фитнес и другие важные объекты. Завершается наша прогулка по Новой Боровой на пересечении улиц Авиационной и Александра Яковлева. Стоит ли уточнять, что он тоже авиаконструктор? Здесь находится арт-объект «Бумажные самолетики». Кстати, на одном из них можно прочитать факты из биографии летчика, в честь которого улица получила свое название. Если вам понравилась эта прогулка, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть и узнать о Минске. Спасибо, что смотрите наш канал. До встречи на следующей прогулке.